Всем привет! Вы на канале Conti Rooms. Меня зовут Контява Денис. И в сегодняшнем обзоре у нас шикарная квартира. Это центральный округ города Москвы, район Дорогомилово. Квартира 120 метров. 7-й этаж. Хотя какой 7-й? 7-й с плюсом. А если честно, сейчас разберем это все поподробнее. Ну, в общем, дело было следующим. Недавно нам звонит наш бывший клиент, говорит: Денис, пожалуйста, нужно нам помочь в таком локальном ремонте, скажем, их квартиры. Ну, не вопрос, окей, мы приехали, посмотрели здесь объем, об этом я расскажу чуть позже. Но самое удивительное другое, что эта квартира, это мансарда. То есть несколько лет назад, а больше, наверное, 4 лет назад, к нам обратился наш заказчик, первый раз мы с ним познакомились. И он нам предложил сделать, по тем временам для нас первый такой проект без проекта, назовем его вот так. В чем он заключался? Когда мы приехали на объект, мы ожидали увидеть какую-то, либо квартиру, либо какое-то другое помещение, но удивились. Нам предлагали сделать из крыши квартиру. Окей, мы это видели, мы наблюдали это. В центре Москвы это сплошь и рядом находятся, такие постройки. Но как это воплотить было в жизнь, для нас это, конечно, играло такую роль очень достаточно серьезную. Но в то время мы были амбициозны и с большим опытом, и не боялись ничего, как и сейчас. Поэтому мы ввязались в эту историю. Она достаточно получилась успешной, удачной. Соответственно, приезжаем на объект и удивляемся. Крыша. Здорово, думали, может быть, нужно отремонтировать крышу, либо техэтаж. Техэтаж – это расстояние между крышей непосредственно и последней либо плитой, либо перекрытием, которое находится снизу. Нет, собственник говорит о том, что я хочу здесь реализовать проект квартиры. Окей, мы задаем вопрос. Если у вас проект, согласован ли этот проект, насколько это будет все законно. На что собственник квартиры говорит: нет, ребят, я вам так от руки нарисую, начерчу, что я хочу. А вы там сами подумайте, сами придумайте. Но это было смешно, конечно, в то время. И мы так переглянулись с главным инженером, подумали на эту тему. Хотя для нас, почему мы не остановились, на этапе того, что нет проекта. Нам было самим интересно попробовать эту историю, посмотреть, как мы ее реализуем, насколько это долго или насколько это быстро закончится или протянется, как это будет дорого или недорого, как это отсмечивать, потому что, каждый человек должен учиться, как мы считаем, но мы учимся иногда и на таких объектах в том числе. Да, он для нас был первым. После этого объекта было еще несколько таких, которые мы уже воплотили в жизнь. Но этот объект для нас оставил большие впечатления и эмоции, об этом мы постоянно вспоминаем, и уже даже смеясь и где-то шуткой, но тогда было не до шуток. Соответственно, мы ввязались в эту историю. Заказчик нарисовал нам схематичное расположение комнат и так далее. То есть от нас нужно было сделать техническую рабочую документацию, подсчитать приблизительную смету. Опять же, еще раз подчеркну, приблизительную. Почему? Потому что с данной работой мы не сталкивались. С кровельными работами, да, но не с такими. В итоге мы просто-напросто взяли, посчитали сметную стоимость, заложили там на некие моменты, которые были бы важны для нас, важны для клиента и так далее. Начали мы работу в мае 2015 года. Большая работа в первую очередь предстояла к демонтажу данного техэтажа, потому что здесь большие были проблемы с выходом, входом, с вытаскиванием мусора, с вывозом этого мусора, потому что мы находимся в центре Москвы. Соответственно, все эти моменты очень тормозили работу. Но эти все работы мы выполнили, в принципе, демонтажные практически за 2,5-3 недели. Подготовили поверхность. На секундочку, дом 1940 года рождения, скажем так, постройки. Здесь ленточный фундамент, перекрытия деревянные, что тоже свою роль сыграет в будущем не самым хорошим образом. Почему? Потому что плита есть плита, конечно, дерево 40-х годов здесь уже давно не менялось. Нагрузки они могли не выдержать, поэтому мы их и усиливали. Эти балки были и поменены, стропила в том числе. В общем, в этом подъезде крыша была заменена полностью. Сама по себе, потому что она скатная, металлическая. Стропильная система была поменена вся. Огнезащита была произведена везде абсолютно. И мы в итоге получили 120 квадратных метров жилой площади. Весь данный проект у нас занял порядка, наверное, 6 месяцев вместе с без отделочных работ, но с черновыми. Дальше нам предстояла проблема в следующем, что здесь много было жителей в свое время, которые были против данных работ.
Начинали препятствовать власти, начиная от местных органов УМВД и кончая инспекциями, управы района и так далее. Почему? Опять же, потому что у собственника не было непосредственно разрешения на произведение данных работ. Но так как мы подрядчики, мы заключили с ним основной договор, мы были тоже в этой связке. Потом, после долгих переговоров и убеждений, я его все-таки убедил о том, что нужно это дело все узаконивать, так или иначе. А узаконение такое, возможно ли сейчас, в нынешнее время, да, вы скажете, сделать данную работу или узаконить данную площадь? Да, возможно. В первую очередь, вам необходимо заключить договор, как минимум, с 50% жителями этого дома о том, что они не против возведения данной постройки. Второй момент. Управа района должна вам подтвердить данное ваше намерение и разрешить вам переустройство данного техэтажа. На секундочку, по закону техэтаж является собственностью общедолевого имущества. То есть каждый человек в доме имеет право и претендовать на пусть метр, сантиметр и так далее. Распределяется это все по квадратным метрам. Имеет право претендовать на эту площадь. Поэтому она не личная, она общедомовая. После этого, как управа вам разрешила, есть совет депутатов района, который тоже должен подтвердить ваше намерение и вынести это на голосование в совете управы депутатов, где должно быть вынесено положительное решение. После этого вы должны обратиться в Мосжилинспекцию, которая должна подтвердить ваше намерение после сбора всех документов и определить ваши действия, то есть включать его в кадастровую стоимость этого дома, либо не включать его в кадастровую стоимость. В плане БТИ должны быть изменения. После этого всего, если вы соберете все эти документы, вам нужно это все будет, знаете, что сделать? Очень просто. Взять и зарегистрировать, что является большой проблемой. Почему? Потому что дом является 1940 года постройки, на секундочку, и узаконивать нужно будет это все и в Мосархитектуре. Мосархитектура является одним из последних главных органов, который дает разрешительную документацию на эксплуатацию и в дальнейшем и изменения в плане БТИ. И, соответственно, Мосархитектура может вот здесь, на этом этапе, вам преподносить такие интересные финты, от которых вы даже представить не могли. Но и предыдущие организации, которые вы будете сталкиваться, будут не всегда на вашей стороне. Почему? Потому что это общедолевое имущество, и вы, как вы понимаете, себестоимость квадратного метра в центре Москвы это будет практически на сегодняшний день ничтожно. Вот собственникам сегодня буквально разговаривали и обсуждали стоимость квадратного метра. Вот в данном доме квадратный метр стоит сейчас порядка 320 тысяч рублей квадратный метр. По условиям тогдашнего строительства и плюс оформления всех документов, вы знаете, как у нас документы тоже оформляются, да, не просто так. С условиями, всеми кэшбэками и так далее, как можно сейчас говорить. Значит, 120 этих метров превратились порядка в 10,5 миллионов рублей без условий черновой отделки. И времени заняло 2,5 года узаканивания. Соответственно, прошло время, выполнились все работы. Мы закончили работы в ноябре месяце, полностью чистовые, вплоть до отделочных работ. Вы сейчас сами можете посмотреть на эту шикарную квартиру, как она получилась. А почему вновь ко мне собственник обратился, да, и хотел я в начале видео об этом рассказать. Мы здесь клали ламинат из дерева, и он пригласил нас для циклевки этого ламината, потом последующего лакирования его, потому что время уже прошло, он уже подтерся. Я всегда говорю, это живое дерево, к живому дереву надо относиться как к живому человеку, поэтому собственник всегда относится к таким вещам очень позитивно и с пониманием. Также здесь живет он этажом ниже, получается, мы сейчас на крыше находимся, а человек живет этажом ниже, имея там трехкомнатную квартиру. Изначально был проект у него в голове, он хотел сделать себе двухуровневую квартиру, мы его отговорили об этом. Почему? Потому что проход через лестницу, он хотел сделать прямую лестницу и в перекрытие, что практически было сделать невозможно, а если это возможно, это было бы очень удорожало бы смету в целом вообще. Я ему предложил сделать следующее, чтобы это была отдельная квартира, просто с отдельным входом, с отдельными перегородками, то есть, не мешают друг другу. Поэтому квартира получилась, мне кажется, классная, она получилась воздушная, она получилась необычная, очень уютная. Кстати, если вы обратили внимание, за мной находится камин, не электрический, а настоящий дровяной камин,
который может радовать как собственника, как и друзей своим вот этим треском, теплотой, запахом и уютом. Этот камин был предложен, честно, лично мной. Почему? Потому что в данной нише, невозможно было, там можно было бы закрыть это гипсокартоном. Здесь очень много углов, очень много выступов, да, потому что это крыша, которую трогать было, к сожалению, нельзя. И в моей голове просто, правда, нарисовалась такая схема. Я говорю, давайте сделаем камин. Потому что мы все равно на последнем этаже выведем трубу, и будет это, полноценный камин, как в частном доме. Он сначала подумал, что это, бред, а потом посидел, и мы так пообсуждали и решили, что действительно ему здесь место быть. И действительно есть место быть этому камину, он работает. Мы его сделали тоже своими руками сами. Опять же, если вы помните, у нас были предыдущие ролики, где в частных домах мы также устанавливали камины, их проектировали, продували, прочищали, прорабатывали. И вот сейчас, имея в центре Москвы квартиру, мало того, что на мансардном этаже, а то бишь на крыше, иметь свой камин, не правда ли это круто? Это, наверное, такая фишка, в которой, я не часто встречал квартиры с каминами настоящими. И в конце хотелось бы сказать, обратите внимание, когда вы будете еще раз внимательно смотреть это видео, на углы, их выпуклости, нестандартная планировка, двухуровневые полы. А все это почему? Потому что это крыша. И было сделано все без проекта. Но потому что мы большие специалисты, и у нас есть опыт в перекрытиях. Поэтому это было все сделано надежно, качественно и шикарно. 5 лет прошло, ничего не отвалилось, не обвалилось. И еще пройдет и 25, и 35 лет. Уважаемые друзья, не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии. Мы всегда рады будем ответить на ваши вопросы и делиться со своим личным опытом. Мир вашему дому. Пока.